Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите искренние добрые слова поддержки. Поэтому добро пожаловать. Тема сегодняшнего расклада. Твое молчание – это их яд. Почему твое безразличие к их мнению бесит их больше всего? Советую досмотреть это видео до конца. В конце будет совет карт, и помимо совета карт, совет психолога. Надеюсь, это будет интересно. Знаете, чем отличается королева от игрока? Игрок всегда спорит, а королева просто не замечает тех, кто не входит в ее свиту. Прямо сейчас чья-то желчь закипает просто от того, что вы молчите. Кто-то очень старался вас уколоть, пустить какой-то слух или обесценить ваш успех, ожидая, что вы начнете протестовать или воевать в ответ. Но ваша тишина стала для них ядом. Ваше безразличие разрушает их планы эффективнее любой мести. Кто этот человек, который задыхается в собственном негативе, глядя на ваше спокойствие? Давайте посмотрим, как ваша невозмутимость меняет расстановку сил. Сейчас сделаю вашу сигнификацию. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Вот вы уже показали, почему-то у вас глазки завязаны. Ух ты, токсично. Многие осознанно не хотят замечать чего-то. Да. Знаете, сразу в голове у меня мысль такая, у кого-то психосоматика, может портится зрение, падать зрение, да, хуже начали видеть резко. У кого-то это объективно, да, там с утра до вечера заняты какой-то работой, да, там, может быть, в компьютере, а у кого-то, девочки, вот это прям как по психосоматике. Старайтесь не замечать каких-то вещей, которые для вас очень болезненны. Поэтому зрение страдает. Ну да, что-то разбивает вам сердце. У кого-то это, тут карта верность. Давайте я не буду это привязывать исключительно верность мужская, женская, да, вот эти взаимоотношения мужчины, женщины. Тут, в принципе, партнерство может быть, да, может быть разочарование в людях, во взаимоотношениях с людьми, может быть, там, даже с родными, не обязательно это любимый мужчина. В принципе, может быть, там, рабочие какие-то взаимоотношения, да, партнерские, может быть, с подругами. Тут разбитое сердце, разбитые мечты, ожидания, как будто вот. У кого-то это элементарно, как череда каких-то, у кого-то это большие предательства, а у кого-то это такие маленькие разочарования, предательства, ну, от этого не менее это все болезненно. При этом показано изначально вы завязанными глазками, вы действительно чего-то не замечали или старались не замечать. В чем нуждаетесь очень сильно? В нежности, поддержке. Тут карта нежность. Ой, вот каких-то таких искренних, пронзительных, честных взаимоотношениях. Знаете, это больше не о страсти, это больше, ну, знаете, в 15-16 лет, когда мы влюбляемся, и у нас еще нет этого болезненного опыта, там, предательств каких-то, и мы искренне верим во все, вот, доверяем, вот этого, вот, как будто бы, и плюс это нежность карта, да, вот, как будто бы этого не хватает. У кого-то это вы уже привыкли все на себе тянуть, да, некрасивое выражение, но оно очень четко отражает суть, да, когда говорит, я уже не помню дословно, в общем, я корова, я и бык, я и баба, и мужик, да. Иногда, ну, повторюсь, некрасиво, но суть отражает, когда уже впряглись и знаете, нужно мне это все сделать, а по-другому или не знаете как, или не хотите уже, или уже привычно так, но хотя хотите, чтобы все это изменилось в личной жизни, во взаимоотношениях с мужчиной, вот тут нежности не хватает, поддержки. У кого-то, ух ты,
У кого-то карта свобода. Интересно. Ну, понятно, это желание быть свободной, у кого-то, в принципе, эти крылья расправить, и вот у вас есть там какие-то планы, стремления, вам бы хотелось это осуществить. У кого-то свобода, ну, материальная, понятно, хотелось бы быть независимой. Сейчас спрошу, о чем этот принц, в конце концов. У кого-то, ну, элементарно это то, что приходит тоже сразу в голову, это какой-то мужчина, может быть. Принц очень часто, помимо того, что мужчина ресурсный, очень часто показано несвободный мужчина. У кого-то это, может быть, вы хотели, чтобы мужчина какой-то был свободен и сделал выбор в вашу сторону. Но почему-то, мне кажется, ну да, опять мужчина прям выскакивает. Ну, кто-то думает об этом мужчине. Так, ладно. Свобода ваша. Ну, это больше все-таки ваша свобода, да? Это как мечта. У многих это душевные муки, которые вы тут уже испытали, какой-то опыт очень болезненный, карта очищения. Вы хотели бы, может быть, перестать ощущать вот эти вот разбитое сердце. Опять-таки, тут как если женщина изначально была с закрытыми глазками, как в иллюзиях каких-то находилась, то эти розовые очечки, как я повторяюсь, разбиваются стеклышками внутрь, болезненно. То есть это болезненный опыт. Вы бы хотели уже прожить вот этот душевные эти муки, прожить бы вообще вот эти тяжелые времена, дабы у вас прошли. Хотели бы искренне вновь, вот как в 15 лет, да, искренне радоваться жизни, может быть, не задумываясь о каком-то подвохе, каких-то двойных стандартах, о каких-то многоходовочках. Тут карта очищения. Кому-то хотелось бы, знаете, вернуть восприятие вот этой вот яркости жизни. Угу. Без оглядки на вот этот какой-то очень печальный опыт. У кого-то элементарно, правда, как идет разочарование. И в мужчинах, и вообще в человечестве даже. Ну, так вот мне идет, девочки. Угу. Радость жизни хотелось бы вернуть. Какая ваша сейчас сигнификация вышла? Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим. Почему твое безразличие к мнению каких-то этих агрессоров бесит их больше всего? Давайте посмотрим. Ваше молчание, да, их бесит. Итак, смотрим лицо агрессора. Кто же этот человек и какую роль он играет в твоей жизни сейчас? Кто этот человек, который там бесится, бушует? Какую провокацию он готовил или уже совершил, ожидая твоей реакции? Ну, какие-то выпады, замечания, ну не знаю, поступки какие-то. Так, почему твое молчание считывается им как самое унизительное поражение? Вот, что? Как его же злость начинает бить по его делам и здоровью из-за того, что она не нашла выхода в тебе. Обраточка, самообраточка, если можно сказать. Его саморазрушение. И совет карт, вот уже совет карт. Держите все при себе, я имею в виду. Правда, не обращайте на него внимания. Все классные эмоции держите при себе, а плохие сублимируйте, направляйте на свое благо, да, на процветание свое. Может быть, в бизнес, какие-то дела такие новые, где эта ваша злость, она будет вам справляться со страхом перемен. Какая-то мотивация даже для вас будет. Так, совет, ладно, извините. Как сохранить это ресурсное состояние и не дать себя спровоцировать в будущем? Интересно, что карты скажут. Итак.
Кто этот человек, какую роль играет в твоей жизни? Какую провокацию он готовил или уже совершил, ожидая твоей реакции? Почему твое молчание считывается им как самое унизительное поражение? Так, его саморазрушение. Как же его же злость начинает бить по его делам и здоровью. Так, и совет карт. Как сохранить ваше ресурсное состояние и не дать себя спровоцировать в будущем. Ну, начинаем. Первая у нас идет. Кто же этот человек и какую роль играет в твоей жизни? Ага, диссонанс, солнышко, ух ты, женщина, ведьма ведающая, печаль, время. Ну, давайте так. Так, диссонанс это и рядом солнышко, и ведьма ведающая. Ну, сразу скажу, эта женщина не глупая. У кого-то она увлекается эзотерикой, у кого-то интересуется психологией. Очень любит себя, яркая, себя ставит на первое место, особо не терпит конкуренции. Довольно-таки высокая у нее самооценка, прям не идет такое, как вот как ребенок. Вот я в любой компании привлекает к себе внимание. Диссонанс о чем? О чем? Знаете еще, как может быть вот такой типаж женский, он иногда особо нелепо выглядит уже в более зрелом возрасте. Знаете, когда отыгрывается роль а-ля маленькой девочки. Это о чем? Допустим, женщина очень не глупая, но раз там она применяет, надевает на себя маску, знаете, вот я маленькая девочка, я вот такая, хотя на самом деле тут же ее поступки говорят о том, что человек может продумывать много ходов вперед, допустим, с мужчиной, с любимым, особенно мужчиной. Эта маска маленькой девочки, она прокатывает и довольно-таки долго и часто, да, до определенного момента. У кого-то всю жизнь это так работает. А когда это среди, там, допустим, подруг, особенно когда людей, которых ты не часто видишь, да, то это как-то вот диссонанс. Вот тут вот может быть, поэтому как я так это могу считать, тут карта Солнца это эгоизм, как детский эгоизм. Прям вот я хочу эту игрушку или я хочу вот это, я это получу. При этом показана поведающая, она не глупая, очень не глупая. Вот может в этом как диссонанс какой-то. Знаете, как одевает какие-то маски на себя, и иногда это нелепо выглядит. Если люди особенно, может наивные, оно прокатывает этот образ какой-то там раз-два, но потом рано или поздно человек понимает, какая-то фальшь в этом звучит, считывается. При этом человек сам у себя сердце вырезал, карта жертва, и сейчас, знаете, такое ощущение, как будто бы сейчас мало что эту женщину радует в ее жизни. Карта жертва. Сейчас я уточню, о чем это. Ой, какое-то время уже длительное у нее, то ли депрессия, такое какое-то состояние, знаете, отчасти, да, разочарование может быть, но тут разочарование из-за чего? Из-за того, что она собственными руками, тут карта сердца, карта сердца, кинжал, жертва. Она принесла жертву, она вырезала сердце, она, то есть, отказалась от какой-то любви. Может, от какого-то мужчины отказалась, может, от какого-то выбора отказалась. Сейчас я уточню вообще, о чем это. Жертва это о чем? Карта гроб. Справедливость. Вторжение. Кстати, эта женщина могла выйти замуж не за того, за кого хотела. Или, знаете, как бывают такие моменты, когда подворачивается какой-то хороший, типа а-ля, да, вариант. И женщина там в силу каких-то своих убеждений, да, у кого-то это невозможность на тот момент выйти замуж за того, за кого действительно ты хочешь, кого любишь. А тут, если, считывать, допустим, мужчина меня любит, да, или материально там какие-то он предоставляет, я не знаю, там возможности, финансовые у него там какие-то, не знаю, девочки, у каждого свое. И тут женщина, знаете, как скрипя сердце,
могла выйти замуж тут, но при этом в этом браке она несчастлива. Тут же через время она об этом пожалела, карта отторжения, печаль. И уже длительное время показано. Ну, вот почему-то так. Как будто бы сама отказалась от идеи быть счастливой то ли с каким-то мужчиной, с которым хотелось ей быть. Ну, тут прям карты, показывающие законный брак. То есть почему-то она выбрала не того, кого любила. Или, может быть, не могла быть с тем. Ну, ладно, не в этом дело. Но при этом она это может быть скрывать, кстати. Она может это не озвучивать. Так, диссонанс, о чем это еще? Какая женщина? Ну вот замужем, опять почему-то карта кольцо. Ну вот опять и диссонанс, о чем говорят? Карта кольцо может быть замужем, но при этом по карте луна очень много с этим тайн, и она сама может быть как заложник. Да, этого вот карма. Она пожинает то, ну, что посеяла. Ее выбор, она теперь в полной мере это расхлебывает. Почему-то мне так показывают. Вот так странно. Делают акцент на этом. Но она тут, знаете, такое как ощущение, как многоликая, как лисичка. Ну вот эта женщина мне пришла такая. Так, ага, так я же все-таки не посмотрела до конца. Ой. Это женщина, сейчас, моя хорошая. Она периодически как будто бы появляется в вашей жизни. Так, хочу уточнить. Это ваша подруга? Ну, может быть, была, но, скорее всего, отношения то ли поставлены на паузу, то ли эта женщина очень редко появляется в вашей жизни. Карта тупик. Это похоже, знаете, может быть, подруга с детства, и вы очень редко встречаетесь, там, в юности, вот такой вот. Коллега по работе. Да нет. Эрос. О чем это? Она какое-то время старалась быть к вам близкой, карта лиса опять. Она многое о вас знает, и ей легко тогда давался контакт с вами. Коллега по работе тут нет, а тут скорее у вас общие могли быть увлечения. Знаете, как вот в юности бывают, люди горят одним и тем же, их интересует одно и то же, какие-то идеи общие. Вот тут такое вот. Мне так идет. Скорее это женщина. О, кстати, у вас может быть род деятельности, если вы вместе там чему-то обучались. Род деятельности похож, что коллега в плане вы не вместе работаете, но вы коллеги по работе. Вы поняли, увлечения одни и те же. Ну, вот такое вот мне идет. Ну, хитрая, еще раз говорю, женщина. Так, а собственно, какую роль играет в твоей жизни? Какую роль играет в твоей жизни? Она, мне кажется, и раньше могла, знаете, какую роль? Карта огонь и тут карта защита. Скорее всего, пыталась вас как задеть, спровоцировать, может быть, какие-то подколки, может быть, замечания какие-то, такие, знаете, которые могут ваше самолюбие задевать. Вот тут вот так вот. Или, в принципе, человек как-то мог так всегда выражаться, даже не в отношении вас, а в отношении других людей. В принципе, у нее такое, может быть, общение, какая-то модель такая общения, да, она так пытается подпитаться энергией, да, может самоутвердиться за счет кого-то. Вот тут такое. Вполне возможно, вы с этим человеком и разошлись ваши пути дороги, так как первое время, может быть, вы прощали, попускали, смотрели на эту всю ситуацию, ну, как-то старались не обращать на это внимания. Но потом, рано или поздно, вам пришлось карта защита, может быть, показать свои рамки, границы и поставить этого человека на место. Вот тут у меня так идет. Так, какую провокацию он готовил или уже совершил, ожидая твоей реакции? Ага, карта вечная невеста, усталость, цикличность, нерешительность, радость. Ну, тут, скорее всего, тут я вам хочу сказать,
человек, она периодически, циклично появляется в вашей жизни. Уже она могла как будто бы, как вам сказать, эта женщина, тут она могла делиться своей жизнью, да, какими-то, может быть, моментами из личной жизни. При этом она очень хотела, знаете, как вас спровоцировать на какой-то разговор, дабы вы поделились какими-то тут прям нюансами личной жизни, тоже опять-таки. У кого-то это прям, ну, даже какого-то мужчины касается, да, вот так вот, может быть. Ну, тут уже как провокация, при этом она могла... Тут прям идет как какое-то попытки самоутвердиться, да. В прошлом, вполне возможно, у нее это лучше получалось. Вот у меня так идет. Может подчеркнуть ваше... Тут вот карта Вечная Невеста и карта Усталость. Знаете, вместо того, чтобы там порадоваться за ваши какие-то достижения, допустим, да, ну, что-то хорошее, то, что в вашей жизни происходит, эта женщина может подчеркнуть там какие-то нюансы, которых вы, ну, даже, не знаю, мечты, задачи, которых вы не достигли пока, если она знает о том, там, к чему вы стремитесь. При этом может подчеркнуть, что тут карта уже как усталая женщина, может рассказывать, если там у кого-то возраст уже, давайте так, за 30, может рассказывать, ну, хватит уже там пытаться, да, ну, это из той серии, где родился, там и пригодился, да, типа, хватит пыжиться, пытаться выше какой-то, как это сказать, планочки прыгнуть, вот это все сюда. То есть любые ваши какие-то желания даже и попытки, тут скорее попытки изменить свою жизнь, эта женщина будет в первую очередь говорить о том, что, ну, может, а зачем тебе это, оно того стоило. При этом вы будете видеть, действительно, когда вы тут чего-то достигаете, и когда это уже, знаете, вы ей об этом, допустим, предварительно не рассказываете, а уже по факту она видит, что вы чего-то достигли, а вы увидите, ну, как такая зависть, не зависть, но удивление, да, вот. Тут, скорее всего, женщина будет провоцировать вас на какие-то разговоры о себе, и у нее такое желание увидеть, а где же вы не искренне, а где же провал, в какой сфере у вас, вот так вот как-то. При этом показано, знаете, если раньше она тут могла, ну, знаете, как говорят, ляпать языком, не подумавши, то сейчас она более, как вам сказать, осторожна, может быть, в последнее время в каких-то своих проявлениях по поводу вас. Тут карта нерешительность. Да, я не пойму сейчас, это радость, это ваша. Угу. А тут вы могли даже ее как обезоружить, я вам хочу сказать. Она могла тут на ваши какие-то разговоры по привычке выдавать какую-то тираду, тем самым, допустим, как это сказать, обесценивая ваши какие-то там мечты, помыслы, достижения ваши, вот так вот, как, ну, как привычно, знаете, идет. А вы тут в свою очередь могли настолько радостно, карта ведьма и радость, рассказать о том, как вы это все ощущаете, как в этом комфортно в чем-то. И это искренне получилось у вас. Но вы в этот момент прочувствовали, что женщина пытается как будто бы, знаете, занизить ваш успех, вашу какую-то там удачу, если можно сказать, да, вот, не порадоваться с вами, а наоборот, как будто бы забрать у вас эту частичку этой радости. Но она столкнулась с вашей мудростью, карта ведьма. С одной стороны, это было искренне, с другой стороны, по карте ведьма, вы в моменте это все считали, просчитали и дали очень адекватный ответ ей. Это ее как-то чуть-чуть обескуражило. Вот так вот. То есть уже это было, уже она это считала, знаете, ответочку вашу. Другими словами, вы дали понять, что вас
как будто вообще не интересует ее мнение. Более того, что вы все равно будете радоваться своим достижениям и не позволите никому испортить вот эту вот какую-то радость от этих достижений. Так, смотрим, почему твое молчание считывается как самое унизительное поражение. Угу. Ну, смотрите, она, в принципе, может быть, там у кого-то с детства, с юности идет сравнение. У кого-то сравнение это, в принципе, там начинается какие-то достижения, это может быть у кого-то здоровая конкуренция, у кого-то очень нездоровая. Может быть, у нее тут она сравнивала опять-таки свое влияние на мужчин, ваше влияние на мужчин, выбор мужчин. Вот тут такое вот как будто бы. Так, при этом первое время мне показано, это правда могла быть как здоровая конкуренция какая-то. Были моменты, где вас многое могло соединять, общие какие-то моменты. Так, почему молчание считывается как самое унизительное поражение? А знаете, вы показали себя намного добрее. Она не считает себя настолько там доброй, великодушной. При этом вы показали себя гармоничной. Вот творя это добро, да, неся это добро, вы кайфуете, где-то вы ощущаете себя в своей стихии. А тут человек, вот, знаете, такое ощущение, как будто бы она и пытается, вот как к вам, знаете, какой-то подход найти. Тут карта сокрытия. Пытается, вот, может быть, найти ваши какие-то уязвимые места. Но она по-другому как будто бы не то, что не может, даже не хочет, наверное, уже она так привыкла. Не знаю, вот, может быть, ей бы очень хотелось, кстати, ей бы очень хотелось какого-то как освобождения. У каждого из нас есть какие-то рамки, у кого-то это наши страхи, убеждения, там, не знаю, навязанные социумом, у кого-то навязанные те родовые программки, да, впитанные с молоком матери. И она бы очень хотела вот этого вот освобождения. При этом, повторюсь, эта женщина, она сама себе довольно-таки высокого мнения. Тут как будто бы амбиции могут зашкаливать, а результаты ее не удовлетворяют, результаты ее жизни, ее там каких-то совершений. При этом потенциал у нее действительно хороший, потенциал очень хороший. Вот ей бы хотелось, она, вот как на этой картинке, видите, тут роскошная розочка, изначально был хрустальный колпак. И этот хрустальный колпак, он как разбивается тысячами стеклышек, да, разлетается. Вот ей бы хотелось бы вот так же может освободиться, найти там, уж не знаю, применение своим этим способностям, реализовать эти свои какие-то мечты, свои амбиции. А у нее этого, пока не получается или не так, как она хочет. А ваше молчание, то есть мне показано, вы тут в гармонии находитесь, как будто бы особо не замечаете ее вот этих попыток тут подлезть к вам, пролезть. Скорее всего, вы пытаетесь вот себя реализовать. Карта противоядия у вас, знаете, мне так идет, противоядие это в ее сторону, может, не даете той самой реакции. Может быть, потихоньку вы пытаетесь, вот, правда, этот купол из каких-то ограничений вы пытаетесь разбить. Как бы она там, может, не пыталась вам навязать там какие-то свои идеи, типа а-ля поздно, да не надо, да ни к чему, да зачем. Хотя сама она мечтает о том же, выйти за рамки какие-то, да, совершить этот квантовый скачок, прорыв. Вот так вот. То есть ваше молчание считывается для нее как унизительное поражение, как будто бы вы можете улыбаться, но делать свои дела, да, вот сами. При этом уже, может быть, не посвящаете ее в какие-то нюансы, ваши мечты, и при этом у нее четкое понимание того, что вы сильная, вы карта противоядия, вы сможете противостоять не просто ей, но и многим жизненным каким-то тут препятствиям, это все преодолеть. Вот так. Другими словами, как будто бы ее мнение вас не интересует. У вас есть вы, и вам этого достаточно. И вы, может, будете слушать, но уж точно не ее. Так, как злость
этого человека начинают бить по его делам и здоровью из-за того, что она не нашла себе выхода. Ну, у меня первым, смотрите, показано дом, токсично, с каким-то мужчиной, мстительность, неравенство, император. Ну, тут претензии у нее к какому-то мужчине. У дома я уже там вам озвучила, как будто бы она вышла замуж, создала семью уже изначально по каким-то таким критериям, там что-то было не так. Согласилась на какие-то, пошла на какой-то компромисс. Компромисс в первую очередь это с собственным сердцем. Ну, токсичненько в доме, претензии к мужу, при этом мстительность, это из той серии «Я тебе свои лучшие годы отдала», да, будет вспоминать, напоминать о всех его косяках, настоящих, вымышленных. Ну, это такой вот, как будто бы человек вот в этом живет. Ну, не находит выхода, это злоба просто на этом мужчине, она как будто бы делает его виноватым, может быть, в том, что, может, ее жизнь там, по ее мнению, не удалась или не так все, как она хотела, все происходит. При этом вот эта карта мстительная, скорее всего, может рассказывать, что, знаете, как из серии «Зачем я за тебя вышла замуж? Ты мне не пара». Ну, это может быть не высказано, но это может быть, знаете, какими-то двойственными такими посылами. Такие какие-то обороты речи. Человеку это больно, однозначно. Хотя на самом деле, говорят, мужчина может быть и нормальный, достойный. То есть, в принципе, если бы он с другой женщиной связал свою жизнь, может быть, его жизнь лучше сложилась. Но и она бы, если бы с кем-то другим, да, вошла в союз, у нее бы тоже жизнь по-другому сложилась. Но тут она сама сделала этот выбор. А теперь делает виноватым этого мужчину. Мне вот то, что показывает. При этом, может быть, тут идет, знаете, как такое, этот ей мужчина не хорош, какой-то не такой, при этом идет, знаете, как сравнение его с другими. Вот этот император, вот этот вот чего-то такого, вот уже не знаю, достиг, или может дать что-то своей женщине, а ты мне там вот вообще ничего, да? Ну, тут так. При этом вот мне тут точно как образ какой-то бензопилы. Вот, с утра до вечера. Что-то не так, не такой, не дорос до меня. Ну, что-то тут сложно. Так. При этом, ну, она может быть довольно-таки привлекательна, и, кстати, у нее могут быть какие-то интрижки, попытки этих интрижек с, опять-таки, так называемыми, ну, вот этими императорами, мужчинами, которые тут ее интересуют. Но, опять-таки, это показано, она с ними в долгую не может, это такое на уровне флирт, интрижка, а потом она то ли сама себя останавливает, карта воительница, то ли... Ну, ей хватает вот этого всплеска какого-то, как будто бы дальше отношения не идут. Но осадочек остается, типа, я могла бы быть вот с таким мужчиной, довольствуюсь отношениями с другим. А еще может быть, кстати, да, вот Арлекин тут вот нестандартно, это все это как компенсация. Как компенсация даже, она, собственно, сделала выбор, да, вышла замуж за этого мужчину, она несчастлива с ним, и может где-то периодически, ну, как из песни слов не выбросишь, ну, изменять, рога наставлять этому же мужчине, и при этом мстительность, зная, что, вы знаете, как вам сказать, это опять-таки какое-то как самоутверждение, вот, я, зная о себе, что она там кому-то интересна, да, пока я интересна кому-то, то вот эту я позволю себе какую-то интрижку, как самоутверждение, и все. Как галочку поставила, и все. Ну, тут так как-то странно. И тут даже... Это не о любви, это просто как о попытке даже самой себе доказать. Я вот интересна, я вот... Многим интересно, да, вот тут так. Но при этом не факт, что если дальше мужчина ее какой-то будет узнавать,
знаете, это не вызовет отторжения у этого мужчины. Какая-то злоба такая вот сквозит в этом всем. Злость, желание самоутвердиться, доказать что-то кому-то, себе в первую очередь, наверное. Давайте совет карт, да, как держать паузу, как сохранить ресурсное ваше состояние и не дать себя спровоцировать в будущем. Ага. Понимаю, что эту женщину вообще не стоит к себе приближать. Если вы сейчас находитесь там в отдалении, на вытянутую ручку, правильно все делаете. Эта женщина, в принципе, тут подлость, предательство, за спиной держит кинжал. При этом идет ощущение того, что ей очень важно вот самоутверждаться на чьем-то фоне. Тут дело даже не в отношениях с вами. Эта женщина в жизни вашей, может, изначально возникла. Это как своего рода, знаете, вам урок, да, для того, чтобы вы научились свои рамки, границы выстраивать и не давать ей подпитываться. Так, совет карт, совет карт. Ну, совет карт. В принципе, относиться, наверное, знаете, как часто говорят, к больному человеку, да, ну, некрасиво скажу, как карты говорят. И вот ей важно эти перышки распускать, показывать свою значимость. И это все, ну, как будто происходит из-за чего? Тут не из-за того, что она там счастлива, а наоборот, тут разбитое сердце. Внутри пустота, внутри у нее разбитые мечты, какие-то любовь, может быть, отсутствие этой любви, да, поэтому где-то важно как бы наполняться. Вот внутри дыра это, ей важно наполнять эту дыру, да, если можно сказать, да, дыру, боже мой, извините. В общем, вы поняли, наполнять это все какими-то эмоциями, тут уже любыми эмоциями, восхищение ей важно вот, подпитываться. А знаете, а с возрастом внешность у многих, да, скажем, не становится лучше, то все сложнее получать это восхищение, обожание какое-то, как компенсация тут какая-то. И вам говорят, как сохранить это ресурсное состояние. С этой женщиной она довольно-таки не глупая, да, но, может быть, элементарных вещей о себе не хочет понимать, да. Тут вам предлагают, в принципе, продумывать все свои шаги, может быть, да, держать ее на расстоянии. У нас же тема была, знаете, сразу, чем королева отличается от игрока. Игрок всегда спорит, идет тут какие-то провокации, да, королева не замечает тех, кто не входит в ее свиту. Можно просто не замечать ее, можно и, наверное, нужно, дабы ваша жизнь была тут яркой, наполненной, насыщенной какими-то событиями. Вы сами, вот этот механизм, да, вот тут налаженный, вот ваша жизнь без ее тут каких-то замечаний, подсказок. Я думаю, у вас и так это все уже происходит. И карта перерождения. Вы должны думать о себе, о том, что вы должны стать лучшей версией самой себя. А на нее, похоже, вообще не стоит обращать внимания, смысла нет. Это человек, у которого всегда будет вот это желание где-то самоутвердиться за счет другого человека. Вот у нее вот такой какой-то механизм компенсации, да. Может обесценить ваши какие-то достижения. Тут как будто вам говорят, и не стоит ее, как вам сказать, ознакомливать и озвучивать с вашими какими-то тут мечтами, с вашими целями, планами. Не надо, ничем хорошим это не закончится. Человек вас не поддержит, не порадуется за вас, а скорее всячески обесценит тут такое. И совет психолога, финальный инсайт. Для хейтеров нет ничего страшнее, чем осознание того, что его мнение этого хейтера для вас это пустой звук. Это то, о чем я вам говорю. Вы должны заниматься своей жизнью, и у вас в вашей жизни в идеале не должно быть места вообще на то, чтобы вы времени, на то, чтобы реагировать на вот этих вот тут павлин и тут какие-то двуличные люди. И психологически ваше безразличие лишает их смысла существования, так как они привыкли питаться вашей реакцией. И мой совет: продолжайте хранить это ядовитое молчание, ваше отсутствие интереса к их жизни.
Это самая высшая степень вашего превосходства. И единственный способ сохранить свою энергию в чистоте. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.